Сегодня мы вяжем красивый и плотный узор спицами. Нам необходимо набрать нечетное количество петель для этого узора. Я наберу 11 петель на образец обычным способом. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. В эти 11 петель входят и кромочные петли. Первый ряд. Кромочную петлю я всегда вяжу лицевой, закрепляем край. И первые 4 ряда из этого узора мы вяжем лицевой гладью. То есть первый ряд мы вяжем все петли лицевые до конца ряда. Take more, no. I don't think I can take more of these fights. Все петли изнаночные. Кромочная тоже изнаночная. Третий ряд. Опять все петли лицевые до конца ряда. То есть 4 ряда, повторюсь, из лицевой глади. И 4-й ряд все петли изнаночные. В 5-м и 6-м ряду мы будем вывязывать сам узор рельефный. Итак, кромочную мы снимаем. Далее первую петлю мы вяжем изнаночной за правую стенку. Далее мы переснимаем вот эту следующую петлю, не провязывая, рабочая нить перед работой. Далее изнаночная. Следующую петлю мы переснимаем, не провязывая, рабочая нить перед работой. Еще очень важный момент. Вот этот ряд и следующий, его не нужно слишком плотно вязать. Далее следующая петля изнаночная. Следующую мы снимаем, не провязывая, нить перед работой. Изнаночная за правую стенку. Далее переснимаем петлю, нить перед работой. И заканчиваем наш ряд одной изнаночной петлей, и кромочная тоже изнаночная. Вот так у нас должно получиться. И 6-й ряд нашего узора. Кромочную мы снимаем. Первую петлю, вот она лицевая, мы переснимаем на правую спицу, не провязывая. Рабочая нить за работой. Следующую петлю мы вяжем за правую стенку, лицевая. Далее следующую петлю мы переснимаем, нить рабочая за работой, вот она. Следующую петлю провязываем лицевой. Сняли, провязали. Сняли, не провязывая, провязали. И далее последняя петля, она у нас снимается не провязанная, и кромочная изнаночная. И далее вяжем точно так же 4 ряда лицевой глади и 2 ряда вот такой изнаночной дорожки. Узор получается интересный, вяжется быстро. И вот этот узор в большом образце я связала на темно-синей красивой пряже. Получается очень интересно. Посмотрите, вот такие вот изнаночные дорожки. То есть узор получается достаточно объемный. Идеальный узор для вязания шарфов, свитеров, особенно мужской. Свитер таким узором можно связать, отлично будет выглядеть. Детские какие-то изделия. Узор простой и универсального назначения. Идеальный узор для вязания каких-то базовых изделий. Если этот узор вам понравился, не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал, если вы до сих пор не подписаны. До встречи в новых видео. Пока!